I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Всем приветы! Сегодняшнее видео будет посвящено клеткам. Люди просили рассказать чуть-чуть о них. Сильно особо тут-то, в принципе, рассказывать нечего. Но все же заострим внимание немножко. В общем, в моем хозяйстве используются клетки нескольких размеров. Это для волнистых, М1, неразлучников, ну и карел, кокариков. Там, в принципе, одни и те же размеры. Вот, начнем пока с волнистых. Значит, сетка используется здесь, в данном случае, с ячейкой 25 на 25. Как мы видим на данном примере. Вот. Размер клетки. Здесь ширина у нас, ну я так в принципе и навскидку помню. Здесь у нас 30. Длина у нас 70. Ну, где 70, где 69. Это тут было из-за определенных нюансов. Сейчас позже расскажу. Так, ширина, длина и высота у нас. Получается, в общем, полностью все у нас получается до поддона 43. Сама клетка в чистоте у нас идет где-то 38 сантиметров. Плюс 2 ячейки я брал на поддон. Поддон 3 сантиметра, 2,5 где-то примерно. А сама эта 37 сантиметров. Вот. Так, что мы тут еще можем сказать? Значит, данная ячейка на этой сетке, она не подходит. Вернее, нежелательно ее ставить на размножение волнистых. Там, ну, вообще, все птицы, я бы такой бы не советовал, в общем, ставить ее. Значит, как говорил я в прошлых видео своих, худосочные волнистые пролазят в эту клетку. Вернее, в эту ячейку. Ну и потом тут летает у меня по комнате. Потом другой нюанс, когда, значит, бывают родители, когда агрессивные и начинают бить птенцов. Они закладывают, в общем, как-то их опрокидывают на спину. И птенцы, ну, бывает, закладывают крылья в эту сетку. Если вовремя не успел, то все. Капец птенцу. Ну, поддоны у меня тут используются с оцинкованного железа. В принципе, тут ничего такого серьезного и супер естественного ничего нету. Главное, чтобы руки до одного места росли и все. Так, открывачка тут. Ну, дверка, соответственно. И сделано у меня тут получается на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ячеек. Ну, в принципе, этого вполне достаточно отловить. Также имеются две дверки. Одна, вторая под установку гнездовых ящиков. Бывает, самки не хотят на эту сторону идти, на одну какую-то, а почему-то им надо на другую. Бывает, местами перестанавливаются эти ящики. Бывает, приходится два их вешать. Необходимость такая появляется, когда с птенцами идут проблемы. В общем, на всякий случай сделал два отверстия под гнездовые ящики. В принципе, можно эти поддоны и не ставить. Ну, все будет просыпаться на пол.
как бы тут уже кто как хочет. Хотите, ставьте эти поддоны, хотите, не ставьте. В принципе, если освещение нормальное, на нижней клетке, в принципе, все хватает этого освещения. Зимой, конечно, да, солнышко маловато, поэтому на низу чуть-чуть темнее. Ну, в принципе, все как бы хватает им. Сейчас вот солнышко на вечер зашло с этой стороны, тут сейчас вообще все прекрасно, плюс дополнительное освещение. Так, ну ящики у меня 20 на 20, уже, наверное, видели. Некоторые сверху открываются, некоторые сбоку. В принципе, тут ничего такого супер-пупер нету. И тут у меня, в принципе, с одной стороны 4 ряда, с другой стороны 3 ряда. Ну, потому как батарея там не дала мне. Буду переносить ее в другое место. И, может, еще добавлю ряды клеток. В принципе, запас есть клеток. Так, что тут у нас еще? Сейчас тут у нас еще... Ведро у меня вот тут стоит для сбора корма. Ну, оно, в принципе, для всей птицы идет. Собираю остатки, я не заморачиваюсь там шелуху, там не шелуху, я сразу выгорнул все. Потом на ветродуй перегнал и все, в принципе. И пошло оно заново. 2 раза так сделал, зерно выкинул, все. Потому что смысла его нету. Либо на сидират его опускаю. Так, ну в принципе, наверное, по этим клеткам все. Еще раз за поддоны, хотите ставьте, хотите не ставьте. И тут дело сугубо лично каждого. Вот. Некоторые делают за место сетчатого дна этот самый сплошное дно. Ну, как бы тоже вариант. Не знаю, мне лично такой способ понравился. Можно, в принципе, на каркас собирать это все дело. Тогда сетки меньше пойдет. Ну, я говорю, тут сугубо дело лично каждого. Мне просто удобнее эти клетки вынести на улицу, под тот же самый поскладывать под открытое небо их. Дождем их обмыло, все. Другие я занес, поставил, ну как бы, либо отмыл их. Тут уже у каждого свое. Так, что тут у нас? Ну ладно, теперь перейдем на другие клетки. Теперь у нас будут клетки по карелам. Карелы, неразлучники. Нет, неразлучники нет. Карелы, кокарики. Певчих можно сюда, в принципе, закинуть. В общем, средний размер уже. Для неразлучников это большая клетка будет. Значит, здесь подвернулась мне сетка, уже ячейка 2,5 на 50. Вот это, в принципе, самая такая хорошая ячейка. Сетка, вернее. Но она бывает разных размеров. Есть метр там 2, метр 3. Тут уже как бы от производителя зависит. Значит, в принципе, здесь вот она, как метр 2. Есть метровые. У меня там на улице стоят метровые.
метр длина ее, здесь 60. 60 и высота ее также 60. Ну, плохо видно что-то. Ну, 60. И на поддон также оставляем. Здесь, ну, здесь чуть больше у меня сделано. В общем, высоту сами регулируйте, какую вам надо под поддон. Лишь бы он свободно заходил. Все, а в чистоте клетку я сказал. На поддон регулируем сами. Так, также он оцинкованный. И также у него тут 2,5 и 3 сантиметра высота бурта поддона. Вот такую сетку, ну, как бы это самый лучший вариант. Такой и еще 25 на 15. Вот она, кусочек ее сделанный. Здесь длина ячейки меньше. Суть в чем? Чем она лучше? Вот в эту сетку с ячейкой 25 на 25, значит, птица неразлучник, карела, кокарики, ну, в принципе, все, наверное, вот. Они закладывают головы сюда. То есть голову просунул в эту ячейку, назад он ее может не вытащить. Все, он повесился. Это почему так? Я просто сделаны эти клетки, потому что их, ну, девать некуда было, эту сетку. Она стояла у меня на уличном вольере, вернее, в уличном помещении. И там были карелы. Вот. И была вот с них сделаны вольеры были с этой сетки. И когда птенцы вылетали, в общем, началась бойня, и, в общем, там несколько пар я потерял из-за того, что они позакладывали головы сюда и вытащить не могли. В общем, пришлось снять эту сетку и просто сделать для волны, потому как другого выхода не было. А там все как бы я уже переделал, и даже не жалею. Так, ну в принципе все. Жердочки располагаем, одна сверху, другая снизу. Ну как бы это все должно быть так, оно по идее в идеале, чтобы птица больше порхала. Вот. Все эти клетки, в принципе, они минимальные размеры. Люди ими часто пользуются, и не только наши русские, и зарубежные заводчики. Все это делалось из-за того, что, ну, как сказать, все размеры я сравнивал по всем книгам и по всем видео, которые мог просмотреть. Это я нашел для себя самые оптимальные размеры, и в принципе они не подкачали. Дальше, клетка для неразлучников. Значит, она у нас размеры 40. И здесь у нас длина 80, если я не ошибаюсь. Да, 80. И высота, по-моему, 40. Да, 40. Даже размеры все помню. Ну и на поддон также оставляем, грубо говоря. Тут у нас 25 и тут 25, да, 5 сантиметров получается. 5 сантиметров, грубо говоря. И тут на загиб один, ну, одну ячейку я оставляю на поддон. Сейчас я его вытащу. Вот так примерно. Все, чтобы поддон держался. И
Для неразлучников, в принципе, идеальный вариант. Одна только единственная проблема у неразлучников, когда ветки сена ложишь, проваливается все. Ну, то мелочи жизни, как бы. А так, в принципе, идеальный вариант. Также здесь одна дверка, вторая дверка и посередине дверка. Ну, тут она чуть-чуть больше. Все, поилка снаружи, корм внутри. В принципе, рассказал все по этой клетке. И осталась для Ам-1 клетка. Здесь у нас она 58, ну 60 сантиметров, грубо говоря. 58. Тут, по-моему, сейчас уже и не помню. 26, ну до 20, до 30, в общем, грубо говоря. 26. И высота у нас тут идет 27. В общем, 27 на 27. Да, 27 на 27. И так у нас 60. Ну и также здесь под поддон сделан, чтобы легко вытаскивался. Меньше сделать, тогда сетка бывает прогинается. И поддон туго вытаскивается. Вот. Поддон, соответственно, делаем на сантиметр меньше. Ну и все. В принципе. Планировалось тут их ставить снаружи ящики, эти гнезда, как вот здесь. Ну, как оно зарекомендовало себя, это Ам-1 эти. Японцы, они тупорылые. И несут, бывает, в разные углы. И приходится ящики совать. То в одно место, то в другое. Ну, в принципе, по клеткам я все рассказал. Здесь одна единственная особенность, что, допустим, у этих вот метровых клетках, у них здесь остатка, в принципе, не остается, обрезков. Там, ну, так скажем, все идет в чистоте, обрезков нету. У 70-х клетках подволнистых там чуть-чуть идут обрезки. Самый большой расход идет на 80-е клетки по сетке, там обрезков много остается. Вот эти вот. И в принципе по Ам-1, по клеткам, там тоже в принципе в чистоте идет. Я просто использовал, допустим, делал 80-е клетки, остались обрезки, я сделал на Ам-1 клетке. Также там под волну делаешь, остается как бы это. Все как бы просчитывается. Я думаю, сообразите. Ну, если даже как бы и кому интересно будет, сейчас я там делаю клетки вот эти метровые, мне еще надо их там, по-моему, 12 штук сделать. Вот, пока вот я сейчас там нарезал заготовки. Если кому-то будет там интересно, пишите. Ну, как бы попробую тогда более конкретно показать. Вот. Ну, я думаю, все сообразят, как бы. Еще один нюанс. Значит, здесь соединение идет у меня алюминиевой проволокой. Через ячейку, в общем, потому что если просто там есть скобы на Алиэкспресс, там продаются специальные для вот этой сетки соединять, можно стяжками соединять этими пластмассовыми, пробовал. Ну это все херня, короче, на мое усмотрение. Это скрутил, все, никуда она не съезжает, не уезжает. В принципе, не знаю, мне так больше нравится.
Так, ну и думаю, по клеткам, наверное, достаточно уже рассказал. Если кому-то что-то будет непонятно или какие-то вопросы будут, пишите в комментариях, я дополню тогда. Все размеры клеток я попробую оставить в описании. Смотрите, там, в общем, под видео будет описание, и там все размеры эти будут. Ну, думаю, достаточно. Оставил вот себе японцев. На следующий год буду разводить. Ну и набрал зебриков. Черки еще те. Вот. Молодежь, волна. В принципе, неплохо сработали на первый выводок. Довольно-таки мне понравилось. Посмотрим, что второй будет. Там есть уже некоторые лутятся. Ну и тут мне осталось, эта клетка уберется двухъярусная, и здесь как раз вот тут 9 клеток должно стать метровых. Это мои планы, в общем, грубо так скажем. И еще 3 клетки надо там при входе сделать. Вот такие планы, как бы пока стоят на весну. Сейчас некоторых птенцов посмотрим еще. Здесь первый выводок у нас. Четыре штуки пока, самка молодая. Ну, вот такой вот у нас малыш. 4 штуки. Что интересно, самец голубого какого-то окраса, а самка желтая. И дали всех желтых птенцов почему-то. Ну, главное, чтобы они здоровые были. А цвет нам уже сильно не важен. Так, ну и как-нибудь итоги подведу в другом видео. Что у нас было, что будет. В общем, сейчас еще неразлучников посмотрим. Перевел я тут зебрики, вот еще одни, другая партия. Потом будем соединять их до кучи. Ну и неразлучники вкратце. Вспомним ностальгию по вольерному содержанию, чтобы сноровку не упустить. Посмотрим, что получится. В общем, здесь примерно 10 пар. Посмотрим, что с них получится. Посмотрим, как я угадал самцов, самок. Ну, в принципе, они попаровались-то, я так смотрел, в принципе, практически там идеально. Походу угадал, наверное, своими методами. Вот. Ну, пока идет подготовка. Сейчас на стадии надо гнезда подготовить, еще пару дрюнов сюда приволокти, то одного им мало. Ну, потом будем вешать и это, побелил тут, короче, это, ну, потом, может, как-нибудь конкретнее расскажу. Ну вот и все, на этом пока я видео буду заканчивать. Если какие-то будут вопросы, пишите. До скорых встреч!